Добрый день, друзья! Канал Кубачинское серебро. Сегодня у нас новый обзор. В обзоре у нас кинжал, меч, мачете. Серия называется «Династия». Такой он имеет вид в сложенном в ножны состоянии. Длина его 74 сантиметра, ширина 7,5 сантиметров, вес 1 килограмм 103 грамма. Сейчас мы его откроем, посмотрим, как он выглядит в раскрытом состоянии, и будем рассматривать его детально, как говорится, под микроскопом. Вот мы с вами его открыли, вытащили из ножен. Давайте начнем с ножен. Значит, что бросается сразу в глаза у ножен, это центральная часть, которая выполнена из кожи электрического ската. Это натуральная кожа, просто она немного обработана, доработана, подкрашена. Но сама структура, она натуральная кожа электрического ската. Она очень прочная, очень долговечная, гораздо прочнее обычной кожи. Ну и с учетом ее такой красивой структуры, она придает очень интересный, незабываемый вид, неповторимый изделию, придает ему уникальность. По краям ножен имеются серебряные вставки с вот такими вот узорами. Симметричные по кругу узоры, гравировка, чеканка, чернение. Довольно глубокая гравировка и очень мелкие вставки из чернения. Это у основания ножен. Концовка выглядит побольше, вставки помассивнее, работа посложнее. В центре рисунок черненый. Очень мелкая работа. Все это мастер вырезает вручную. И также вставки чернением и чеканкой. Вот выбит цветочек чеканкой на контрасте с чернением. Смотрится великолепно. В самом чернении также мы видим рисунок. Тоже это все вырезается мастером. Засыпается порошок. Горячая чернь, нагревается до 800 градусов. Порошок растекается и заполняет нужные мастеру борозды. Получается вот такой рисунок. Тоже все это очень сложная работа. Все это делается полностью вручную. Фактически второго такого рисунка, узора вы не найдете нигде. Каждый такой узор уникален, потому что невозможно до мельчайших вот этих подробностей его повторить. На обратной стороне мы видим несимметричный рисунок. То есть даже рисунки с двух сторон вот этой серебряной вставки, они разные. Здесь мастер решил украсить совсем другим узором. Не менее красивым. Тут надо уже выбирать, какой красивее. Даже сложно выбрать. Это что касается ножен. Теперь перейдем непосредственно к мачете. Значит, что использовал помимо серебра и
кожи электрического ската мастер. Здесь использовался вот в качестве ручки. Мы видим такая белая кость. Это кость бивня моржа. Кость бивня моржа в качестве ручки. Она такая расслаивающаяся. И за счет этого она очень удобно лежит в руке. И вот эта вот расширяющаяся часть, она прям ложится в руку и не дает соскользнуть из руки. Давайте подробно рассмотрим ручку. Все это вырезано вручную мастером из бивня моржа. Значит, саму ручку украшает такая серебряная пластинка. К которой крепится 7 сапфиров. Вернее 6. Шесть фантазийных сапфиров. Это натуральные сапфиры, но они называются фантазийные, потому что у них вот такие вот цвета. Они крепятся на золотую основу. То есть рамка, которая их держит, эти камни, эти сапфиры, она из золота. Все это крепится на серебряной пластине и на ручке из бивня моржа. Вот такая работа. Также здесь вставки такие же серебряные, как мы видели на ножнах. Здесь уже рисунки симметричные с двух сторон. И вот этот вот серебряный рисунок, узор, он выходит уже на лезвие. Вот здесь, кстати, вы можете увидеть пробу серебра. Вот оттиск. Маленький такой оттиск. Это проба. 875 проба серебра. Вот вставки на лезвие. Эта пластинка, она так плавно перетекает на лезвие. И в сочетании с дамасской сталью, которая здесь использована, посмотрите, какая структура у стали. Это слоеная сталь. Очень красивая сталь. Довольно дорогая сталь, так как методика, технология изготовления очень сложная. И вот этот рисунок, узор в сочетании с чернением и гравировкой, он как бы дополняет вот этот вот рисунок, вот этот вот узор дамасской стали. Видите, как это все сочетается. Но у мачете имеется, значит, свойство лезвия расширению. Значит, лезвие расширяется обычно к его концу. Поэтому здесь эти моменты тоже соблюдены. Поэтому название мачете, оно и подтверждается самой формой лезвия. Вот такой красивейший рисунок. Ну, несмотря на то, что изделие считается сувенирным, я думаю, что с учетом того, что это очень профессиональная, качественная работа известного кубачинского мастера, смотрите в описании, значит, по ссылке на нашем сайте. Там подробное описание. И с учетом того, что сделано это очень и очень качественно, я думаю, что несмотря на то, что это сувенирная работа, окажись вы, например, с такой штукой на необитаемом острове, этот меч, как говорится, помог бы вам выжить. Вот что я скажу. И при всем при этом остался бы цел и невредим. То есть качество очень высокое. Поэтому вот такой у нас обзор сегодня
все это сочетание, конечно, разных методик, соединенных в одно целое, это, конечно, очень сложно, когда один мастер совмещает все вот эти методики и крепление камней, и обработки вот такого вот кости, и обработка кожи электрического ската, и гравировка, и чеканка, и возможность установки такого лезвия. То есть все эти разные навыки, методики ювелирного искусства редко когда сочетаются в одном мастере, и в этом и есть эксклюзивность этого изделия. Поэтому, ну и как обычно у нас идут такие бархатные подарочные коробки ко всем изделиям. Так что если вы, например, дарите кому-то на подарок, то это все запаковывается. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит в коробке. Вот, после того, как мы все сложили и положили в коробку, вот так это все выглядит. Темно-синий бархат. Закрываете, и это в виде чемоданчика. Вот так вот вы дарите. На этом мы обзор свой завершаем. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Под этим видео ссылка, значит, на наш интернет-магазин. Заходите по ссылке, там подробное описание не только, значит, этого мачете, меча, с ценами, с характеристиками, но и другие кинжалы и сабли, на которые мы делали также обзоры, более традиционные изделия кубачинских мастеров. Поэтому заходите, вы будете приятно удивлены разнообразием, большим ассортиментом изделий и качеством, конечно же, ручной ювелирной обработки кубачинских мастеров. До скорых встреч!